Остановитесь прямо сейчас. В эту самую секунду. Ваш палец уже готов был пролистать этот момент, но что-то более глубокое, чем инстинкт, заставило вас остановиться. Это не совпадение. Это божественная хореография, написанная еще до того, как время начало записывать свои истории. Слушайте внимательно, потому что то, что произойдет в следующие несколько минут, изменит все. Из миллиардов душ, дышащих на этой планете в этот самый момент, небесный луч только что нашел вас. Да, ты. Не случайно. Не по воле случая. Ты здесь не по алгоритму и не от скуки. Ты здесь, потому что Бог прошептал в ткань вечности сейчас. Это. Говори с этим сердцем. Пробуди эту душу. То, что ты сейчас услышишь, это не просто послание, это ключ. Ключ, который откроет дверь, которая была закрыта слишком долго. Дверь в избыток, в чудеса, к обещать, во что вы когда-то верили, но втайне боялись, теперь забыли. Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша жизнь застряла в зале ожидания? Молитвы были отправлены на небеса, но затерялись в тишине безответного пространства. Вы были верны. Вы сеяли семена. Вы держались, даже когда ваши руки дрожали. И все же урожай не наступил. Но что, если я скажу вам, что ваш урожай не пропал, он созревает? Что та самая задержка, которую вы так критикуете, на самом деле является настраивать для божественного выпускать, вы никогда не должны были заниматься производством самостоятельно. Есть секрет. И да, я это сказал, секрет который открывают лишь немногие. Скрытый духовный закон, заключенный в Писании, который управляет поворотным моментом между бедностью и богатством, между ожиданием и благословением, между отчаянием и божественным трансформацией. И я обещаю вам, если вы останетесь до конца, вы не только услышите это, но и почувствуете, как это раскроется внутри вас. Как священная трещина в вашей груди, через которую хлынет свет, и сухие места превратятся в реки. Послушай. Послушай меня. Ты в одном шаге от своего чуда. Один момент от ответа, который все меняет. И я говорю это не с легкостью. Это не реклама. Это пророческое прерывание, пауза в привычном укладе вашей жизни, устроенная Богом, который никогда не переставал наблюдать за вами. Знаки шепчутся. Ветер меняется. И теперь, сейчас самое время увидеть полную картину. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Но прежде чем я открою вам тайну, пообещайте себе одно – оставайтесь до конца. Потому что как раз когда вы думаете, что услышали прорыв, что-то больше грядет. Если первый знак тронет вашу душу, последний ее откровение зажжет ваш дух. Дело не в мотивации. Дело в судьбе. И только те, кто завершают путешествие, получают наследование. Поэтому я спрашиваю вас, осмелитесь ли вы подождать вместе со мной? Осмелитесь ли вы поверить, что это не видео, это явление? Позволите ли вы древней силе Божьего слова преобразовать вашу нынешнюю реальность? Потому что я не даю вам информацию, я передаю вам завет, окутанный правдой, окунутый в огонь, готовый поглотить каждую ложь, утверждающую, что ты слишком опоздал, слишком сломлен, слишком далеко зашел. Не позволяй своему разуму отговорить тебя от того, что ты духу же приближается. Оставайтесь. Смотрите. Слушайте. Потому что все вот-вот изменится, и все начинается с голоса. Шепота с небес. Святого призыва к вам, сердце который говорит, это тот самый момент. И на нем написано твое имя. Итак, начнем. Но будьте осторожны, первая истина может вас потрясти. То, что вы сейчас откроете, мало кто осмелится поверить.
Ты плакал втайне, спрашивая себя, слышит ли тебя Бог. Спрашивая себя, слышит ли тебя Бог. Вероистик, если ваши молитвы стали неактуальными, если, возможно, каким-то образом, который вы не можете объяснить, вы были дисквалифицированы из благословения, в которое другие, кажется, входят с легкостью. Ты улыбаешься на публике, но когда гаснет свет, маска спадает. И там, за закрытыми дверями, под тяжестью безмольных надежд, ты борешься с истиной, слишком тяжелой, чтобы ее нести, и слишком священной, чтобы высказать ее вслух. Вы так долго боролись с этим бременем, что теперь оно стало частью вашей личности, шторм не прошло. Ты просто научился ходить под дождем. Но даже когда завывает ветер, а ночи тянутся дольше, чем следовало бы, что-то внутри тебя, какой-то проблеск божественная память, отказывается умирать. Ты знаешь, что это еще не все. Ты чувствуешь это каждый раз, когда твое сердце разрывается от очередного свидетельства, которое тебе не принадлежит. Ты слышишь это в голосах, которые говорят: «Бог сделал это за меня», и вместо ликования тайная боль: «Почему не я? Когда же назовут мое имя?» Вы наблюдали, как другие получали свой прорыв, пока вы ждете в тишине, стараясь не позволить ревность гниль твоя дух, стараясь не позволить горечи отравить ваше сердце. Но это тяжело. Тяжело, когда ожидание кажется наказанием. Тяжело, когда двери оставаться закрытыми и ключи ощущения, будто они в чужой руке. Тяжело, когда твой урожай кажется, что все уже просрочено, и каждое посеянное тобой семя кажется зарытым в землю, вместо того, чтобы расцвести. Тяжело, когда твой чудо ощущается постоянная задержка. Но позвольте мне сказать вам нечто священное и истинное. Камера небес описывала ваши личные битвы. Бог видел каждую слезу, пролитую вами во тьме. Каждый миг, когда вы хватались за грудь, молясь о том, чтобы обрести покой хотя бы на час. Каждый раз, когда вы отдавали, когда вам едва хватало. Каждый раз, когда вы ободряли других, молча истекая кровью. Каждый акт скрытого послушания, каждый шепот молитва, каждая безмолвная капитуляция – это не было проигнорировано. Небеса считали не только ваши слезы, но и ваши семена, твое жертвоприношение, ваше ночегрокогда, все в твоей жизни рушилось. Тебя не забыли. Ты забыт. Выбранный. И это меняет все. Сам факт того, что ты все еще стоишь, даже избитый, даже уставший, означает, враг не смог уничтожить тебя, когда у него была такая возможность. Значит, Бог сохранил тебя. Дух для чего-то большего. И не просто выживание. Не просто преодоление трудностей. На избыток. Богатства. Сверхъестественный поворот. Ты не создан, чтобы просить благословений. Ты рожден, чтобы унаследовать их. Ты несешь ДНК завета, и Бог не человек, чтобы лгать. Если Он сказал тебе, то сбудется, даже если это произойдет медленнее, чем ты ожидаешь. Послушайте меня. Чем дальше задерживать, тем больше судьба, чем глубже боль, тем громче пророчество, чем шире рана, тем больше места для игославливать. Но вот в чем большинство не хочет признаться: даже когда тебя выбирают, все равно больно. Даже когда тебя клеймят чудеса, вам все равно придется пройти через огонь. Призвание не освобождает вас от боевой, Он приглашает вас в один из них. Потому что больше призвания, то тяжелее вес. И да, ты нес это тихо и благородно, как хороший солдат. Но небеса не призвали тебя на вечные страдания. Небеса призвали тебя преодолеть. Это значит, что грядет перемена. И не просто перемена, а сверхъестественная точка выравнивания, которая прольет свет на каждое пережитое вами горе. Вы не случайно наткнулись на это сообщение. Оно нашло вас именно в тот момент, когда вы были готовы сдаться. Это не случайно. Это Бог. Бог говорит тебе сейчас: «Я видел тебя,
когда ты упала на пол в ванной, спрашивая себя, с тобой ли я. Я слышал твой разговор, который ты так и не произнес вслух. Я видел момент, когда ты чуть не ушла не только от веры, но и от жизни. И я стоял над тобой. И я прошептал в бурю: не этот. Этот мой. Это ты. Ты был отмечен еще до рождения. Боль не оставила на тебе следа. Отвержение не определило тебя. Задержка не стерла тебя. А на изысканной тебя. Тебя никогда не наказывали. Тебя готовили. Но большинство людей сдаются на этапе подготовки. Они прерывают процесс еще до того, как оба ща доставлено. Не будьте одним из них. Не позволяйте нетерпению лишить вас того, что уже написано в вашем судьбе. Потому что вот секрет, то, что вы переживаете, это не конец. Это доказательство. Давление доказывает, что нефть идет. Раздавливание подтверждает помазание близок. Разрыв – это прострадовой канал вашего нового сезона. Возможно, сейчас ты чувствуешь себя слабым, но ты сильнее, чем думаешь. Возможно, ты чувствуешь, что тебя не замечают, но Бог убирает людей с твоего пути, чтобы освободить дорогу для тебя. Благословения. Вы можете чувствовать себя в тупике, но в невидимом мире небесный календарь уже запланировал ваше время, прорыв. И это произойдет раньше, чем вы себе представляете. Так что послушай меня сейчас, ты не упустил свой момент. Ты идешь прямо к нему. Если вы все еще смотрите это, то это потому, что ваш дух знает, что я не просто говорю о вдохновении, я повторяю то, что небеса уже провозгласили о твоей жизни. Бог не закончил с тобой. Твой трансформация и то, что было задумано, чтобы уничтожить вас, станет платформа для вашего урожая. Оставайтесь со мной, потому что я собираюсь раскрыть то, что большинство людей никогда не услышат. План, который превратит задержку в судьбе и бороться в сверхъестественное богатство. Но прежде чем я это сделаю, я хочу, чтобы вы сделали кое-что небольшое, но важное. Нажмите кнопку «Мне нравится» прямо сейчас. Не просто в знак поддержки, а в знак пророческое соглашение «Да». Как акт веры. Как знак того, что вы приходите в соответствие с тем, что говорит Бог. Дело не в цифрах. Дело в согласии. Нажимая эту кнопку, вы заявляете: «Я принимаю это». Я выбираю верить. Я не сдаюсь. Мой чудо все еще жив. Потому что иногда самый маленький шаг веры открывает самый большой поток услуга. И это только начало. Вы еще даже не услышали самого главного. Я собираюсь рассказать вам, почему ваша борьба была такой ожесточенной. Почему циклы вашей семьи повторяются. Почему вам постоянно кажется, что следующий уровень так близок, но все равно ускользает от вас. Но прежде чем мы перейдем к этому, остановитесь. Дышите. Чувствую этот момент. Это не просто видео. Это посещение. Вы не опоздали. Вас не забыли. Вы именно там, где вам нужно быть. Трансформации «Я» для начала. И откровение, что будет дальше. Оно покажет вам дверь вы молились за, и ключ который могла создать только твоя боль. Оставайся. То, что последует дальше, может оказаться самым важным сообщением, которое ты когда-либо получал. Но вот чего ты не знал. Чего тебе никто не сказал, пока ты был на грани. Чему тебя не научила религия, пока ты сидел на церковных скамьях, пытаясь держать себя в руках. Твои страдания не были случайными кадрами на полу монтажной рая. Это не было потерянным временем. Это не было наказанием. Это не было крюком. Это было
подготовка. Это было частью скрытой, божественной хореографии, которая ведет нас не вокруг долины, а сквозь нее. Это была вечная стратегия «я», замаскированная под боль. Пусть это укоренится. Каждая слеза была собрана в золотые чаши. Каждая молитва, которую ты шептал сквозь стиснутые зубы и уставшие легкие, была записана в книгах, которые читают ангелы. Небеса не упустили ни одной. Ни вздоха, ни мгновения отчаяния, ни крика, приглушенного подушкой. Ты думал, никто не видит. Но Бог видел. Он видел. И не только видел, Он записал. Вы можете себе это представить? Можете ли вы представить, что те самые моменты, которые вы пытались забыть, это те самые моменты, которые небеса подчеркивают как доказательство вашей готовности? Что, если те моменты вашей жизни, которые вы пытались стереть, это именно те, которые Бог намерен использовать? Позвольте мне задать вам кое-что, и я хочу, чтобы вы ответили честно своими сердцем, а не ваш разум. Вас когда-нибудь наказывали за правильные поступки? Вы когда-нибудь отдавали свою последнюю монету, свою последнюю унцию веры, только чтобы в итоге оказаться еще более сломленным, чем прежде? Вы когда-нибудь стояли у алтаря с поднятыми руками и надеяться ярко пылать, а потом выйти на неделю, которая вас раздавила? Вы когда-нибудь любили кого-то, кто ушел? Молились за кого-то умершего? Верили в то, что так и не произошло? И вот тогда, в наступившей тишине, вы начали задумываться: неужели я ошибался, веря? Неужели моя вера подвела меня? Или, что еще хуже, я подвел Бога? Это не вопросы слабых людей. Это священные истины не ранние воины, те, кто осмелился довериться Богу во тьме. Но что, если я скажу вам, что то, что вы называете неудачей, было обучение? Что твоя пустыня никогда не была связана с сухостью, а с дисциплиной? Что каждая неотвеченная молитва на самом деле была перенаправлена, потому что вы стремились к выживанию, но Бог готовил вас к наследию? Вы просили деньги, но Бог писал план для богатства поколений. Ты просил благословения, но Бог строил тебе судно, контейнер, достаточно прочный, чтобы выдержать чудо и не пролить его. Что, если бы все это время вы были ближе к наследованию, чем вы думали? Но Бог, по своему милосердию, сказал: «Еще нет. Пока ты не будешь готов». Пусть это проникнет в вас глубже, чем разочарование. Потому что тебя не наказывают. Тебя очищают. Вас не отвергают. Вас совершенствуют. И да, я знаю, как это несправедливо. Но послушай меня, величайшие судьбы требуют глубочайшей подготовки. Небеса не отдают. Святыни в неготовые руки. Позвольте мне спросить вас еще кое о чем. Как вы думаете, почему война усилилась именно тогда, когда вы начали расти? Почему дружеские отношения разрушились, финансы иссякли, а ваш внутренний мир начал рушиться именно тогда, когда вы сделали первые реальные шаги к послушанию? Почему все развалилось в тот момент, когда ты сказал: «Боже, я сдаюсь»? Потому что капитуляция запускает активация. А активация вызывает противодействие. Потому что враг не боится вашего комфорта, он боится ваших гозвонок. Он не против того, что ты ходишь в церковь. Он против того, чтобы ты стал церковь. Он не против твоей похвалы, он боится твоей власти. И в тот момент, когда ты перестал просить и начал верить, все изменилось в духовное царство. Но вы это заметили. Или боль от смены взгляда ослепила тебя, цель в нем? Позвольте мне проникнуть еще глубже. Вы когда-нибудь спрашивали Бога: «Почему я? Почему эта боль? Почему такая задержка?
Почему такая борьба? Почему он не защитил тебя от этого горя, от этого предательства, от этой потери? Почему он позволил вам любить их, зная, что они уйдут? Почему он дал тебе зрение, а затем поместить вас в сезон, который совсем не похож на обещание? Вот правда, потому что обещать дело было не в продукте, а в процесс. И то, что Бог делает в тебе, стоит больше, чем то, что ты, как тебе казалось, желал от Него. Он не просто дает вам благословение. Он дает вам способность стюардета благословения. Потому что было бы жестоко с его стороны отпустить тебя на уровень избыток, с которыми ваш персонаж не справится. Вот почему он лишил вас идолов. Вот почему он лишил тебя голосов, на которые ты полагаешься. Вот почему он привел тебя в место святого уединения, потому что только там ты мог услышать его голос без смущения. Да, ты терял вещи, людей, место, планы. Но ты не терял себя. Судьба и боль, которую ты пережил, доказательство того, что Бог все еще есть. Инвестирования в тебе. Почему? Потому что Он наказывает тех, кого любит. Потому что Он исправляет тех, кого призывает. Потому что Он испытывает тех, кого собирается испытать. Доверяться чем-то вечным. Итак, я снова спрашиваю. Позволили ли вы своим ранам стать стенами? Вы перестали просить больше, потому что боитесь расходожелания. Вы позволили своему вероатрофия в тени задержки? Или вы готовы переосмыслить свою историю? Потому что это не история, а наказание. Это свидетельство подготовки. И я заявляю вам следующее: твоя боль была пророческой. Тебя формировали, растягивали, оттачивали. Не для выживания, но для сверхъестественное значение. Так что не позволяйте врагу заставить вас сдаться сейчас. Не позволяйте задержке стать вашим определяющим фактором. Не позволяйте тишине убедить тебя в том, что небеса забыли. Небеса не забыли. Небеса были работающие. За закрытыми дверями. За неотвеченными молитвами. За каждым «нет» по ту сторону ждало более громкое «да». Да вашему следующему уровню. Да на ваше наследование. Да на чудо это не только для вас, но и через вас. Потому что по ту сторону твоего послушания кто-то ждет. Чье-то избавление зависит от вашей настойчивости. Услышанная чья-то молитва окутана вашей верностью. А что, если то, о чем вы молились, уже движется к вам, но Богу нужна ваша помощь? Характер быть достаточно сильным, чтобы не уронить его, когда он прибудет. Итак, остановитесь здесь. Пусть ваше сердце услышит это. Бог не закончен. И то, что ты пережил, это не проклятие, а подтверждение. Вы готовы. Твой завитый тот момент близок, как никогда. И тот же Бог, который видел, как ты плачешь, будет наблюдать, как ты поднимаешься. Но поверите ли вы в это? Будете ли вы верить, что ваша боль стала почвой для вашего урожая? Позволите ли вы Богу завершить то, что Он начал, даже если это больно? Потому что если вы не только увидите благословение, вы станете единым целым. Оставайтесь со мной, ведь мы приближаемся к переломному моменту. Занавес отодвигается, и за ним откровение, которого вы ждали всю жизнь. Но прежде чем я открою вам секрет, спросите себя, что если бы все это было ради чего-то священное? А что, если вся ваша жизнь была подготовкой к этому святому моменту? Бог говорит вам прямо сейчас, что ровно через 72 часа телефонный звонок изменит всю вашу траекторию. Голос на другом конце провода будет не просто голосом другого человека.
Это будет сосуд. Божественный носитель послания, которое до сих пор скрывалось. Слова, которые они произнесут, не будут случайными, хотя поначалу могут показаться обыденными. Они откроют то, что было заморожено 7 лет. 7 лет задержки. 7 лет духовной засухи. 7 лет скрытая подготовка. Но в назначенное время дверь распахнется не силой, а услуга. Вы думали, что для этого потребуется гора. Вы думали, что для этого потребуется еще один крестовый поход или бесконечные ночи поста и разочарований. Но Бог, трансформация не всегда приходит с громом. Иногда он приходит с рингтоном. И звук твоего следующего уровня не будет громким, он будет послушным. Шепот с небес через голос с земли, чтобы пробудить то, что так долго спало внутри тебя. Золотой свет окутывает ваши финансы прямо сейчас. Вы не видите этого своими глазами, но ваш дух начинает ощущать перемены. Вы заметили, что цифры уже не такие удушающие. Возможности, которые когда-то были закрыты, теперь снова появляются. Разговоры, которые раньше заканчивались разочарованием, начинают звучать иначе. Это потому, что помазание на богатство разжигается. И не из-за жадности, не из-за эго, а из-за цели. Бог никогда не дает богатства без миссии. Он не вливается точкой избыток тем, кто ищет только утешение. Он изливает его тем, чьи сердца были протестированы недостаток, чьи руки оставались открытыми в годы потерь, кто отдавал, когда им нечего было отдать. И ты, да, именно ты, один из них. Ты не копил. Ты помогал. Ты не ругался. Ты плакал. Ты не убежал. Ты остался. И из-за этого ангелы, назначенные для передачи богатства, они занимают позицию у твоего входа. Они ждут команды. Ждут освобождения. И я слышу, как Бог говорит, окно открывается. Скажи им, чтобы приготовились. Но готовность предполагает ответственность. И вот здесь-то и происходит моральная дилемма начинается. Потому что Бог не изольет благословение на сердце, которое тайно замышляет бежать. Он не выпустит припасов на судно, которое еще не сдало свой план и богатство реально. Преображение реально. Но ваша осанка должна соответствовать вашей обещать. Что вы будете делать с тем, что грядет? Выполните ли вы задание или погонитесь за аплодисментами? Ты будешь помнить долину или забудешь, клятва, которую вы сделали, когда были в нем? Это не просто время сбора урожая, это время испытаний. Бог открывает привилегированные знания, теперь ты не такой, как все. И это не гордость, это цель, вы были призваны действовать на уровне проницательности, над которым другие могли бы посмеяться. Вам открылся доступ к божественным закономерностям, которые мало кто понимает. Вы знаете, каково это быть сломленным и продолжать верить. Именно поэтому вам доверен этот новый уровень. Но будьте осторожны, знание без послушания порождает обман. Нельзя услышать это слово и уйти неизменным. Нельзя знать, что дверь вот-вот откроется, и жить так, будто ты застрял за ней. Потому что здесь глубже правда. Этот момент, это самое сообщение, это пророчество, одетое как вопрос. Что вы будете делать, когда придет благословение? Что вы будете делать, когда зазвонит телефон? Что вы будете делать, если баланс счета изменится за одну ночь? Будете ли вы воспринимать это как награду или как ответственность? Будете ли вы отдавать десятину из излишков или отдадите остатки Богу? Будете ли вы восстанавливать своих идолов или воздвигать алтари? Бог не ищет идеальных людей.
Он ищет верных. Тех, кто будет управлять чудо как священной, не как рычаг, не как образ жизни, а как завет. И вы сейчас находитесь на грани этого завета. Небеса склоняются над твоей жизнью. Тишина нарушается. Смена уже близко. Вы это чувствуете? Мир может видеть цифры, звонки и соединения. Но вы знаете, что это на самом деле. Это божественное передача доверия. А показаньяченное с духовной сферы, вписываясь в вашу естественную сферу. Но позвольте мне дать вам предупреждение, завернутое в мудрость. Не каждая открытая дверь послана Богом. Некоторые из них и отвлекающие факторы. Подделки. Изготовлены специально, чтобы сбить вас с пути прямо перед тем, как откроется настоящая дверь. Вот почему вам нужно подождать. Вот почему ваша проницательность должна усилиться. Потому что враг всегда посылает отвлекающий маневр прежде, чем судьба придет. Так что не поддавайтесь первому предложению. Не говорите «да» первому вниманию. Не бегите обратно к комфорту Египта, когда Ханаан находится всего в нескольких шагах от вас. Ты не был создан, чтобы оседать. Ты был создан, чтобы наследовать. Ты не был рожден, чтобы скитаться. Ты был рожден, чтобы владеть. И да, это потребует храбрость, да, это потребует жертва, но то, что ждет нас на другой стороне, это больше, чем деньги, больше, чем просто благосклонность, это доказательство, что Бог соблюдает свои обещания. А теперь послушайте, через 72 часа знак подтвердит все, что вы только что услышали. И это не будет расплывчато. Это будет несомненно. Оно придет, когда вы его не ждете. Но когда это случится, вы вспомните этот момент. Вы вспомните эти слова. Вы вспомните, что задерживаться это не было отрицанием, это была божественная задержка, которая создавала вас, готовила вас, снаряжала вас для будущего, намного более великого, чем то, которое вы себе представляли. Недаром ваш процесс был таким долгим. Есть причина, по которой твоя боль была столь глубокой. Потому что твой помазание тяжелый. Твой назначение больный. И твой влияние будет глобальным. Да, глобальный. Вы не были созданы для того, чтобы быть маленькими. Это ложное смирение, ложь из преисподней. Вы не были созданы для того, чтобы съеживаться, чтобы другим было комфортно. Вы были созданы, чтобы вдохновлять других. Ты родился, чтобы отражать слова Бога на земле. Но теперь выбор за вами. Примете ли вы участие в трансформации или будете саботировать ее сомнениями? Ответите ли вы, как Эстер, «Если я погибну, то погибну», или спрячетесь, как Иона, и будете надеяться, что шторм обойдет вашу лодку стороной? Это ваш решающий час. И Бог не просто зовет тебя, Он зовет тебя ввысь. Вверх в откровение. Вверх в ответственность. Вверх в сферу благосклонности, где мало у кого хватает духу выстоять. Потому что грядущее благословение разоблачит тебя. Он увеличит то, что уже находится внутри. И если благодарность живет там, он будет переполнен. Но если гордость, страх или эгоизм там спрятано, то и откроется. Очистите же свое сердце. Очистите свои мотивы. Пусть огонь этого слова сожжет все, что не может перейти с вами в следующий сезон. Ты больше не ждешь своего чуда. Твое чудо ждет ты. И ангелы назначены для передачи вашего богатства. Они уже не в полете. Они уже у вашего порога. Ожидающий. Наблюдаю. Готовы двигаться по слову Господа. Но найдут ли они готовое судно?
Найдут ли они готовое сердце? Обретут ли они веру, которая все еще верит? Потому что то, что будет дальше, изменит не только вашу жизнь, это изменит ваше родословное. Оставайтесь со мной. Что будет дальше, чтобы сохранить то, что вы вот-вот получите. У вас есть пророчество, но как его сохранить? Об этом я расскажу в следующей части. Не уходи сейчас. Не тогда, когда ты так близко к ключу. Небесные врата открываются, и золотой свет льется наружу. Чувствуйте это. Не только в своих эмоциях, но и в своих дух это смещение, это дрожь в воздухе, которая говорит вам, что нечто невидимое движется к вам. Это не метафора. Это не воображение. Это сверхъестественное царство вторгается в вашу естественную жизнь. И в тот момент, когда вы сказали «да» процессу, «да» боли, «да» подготовка, вы вызвали движение ангела. Не просто ангелы с крыльями утешения, но воины-ангелы с пылающими мечами отправляются к вам. Не завтра, не на следующей неделе, а прямо сейчас, в режиме реального времени. Они не ждут вашего совершенства. Они отвечают на ваши веры. Потому что несовершенные наследуют обещать это упорствующие. Те, кто отказывается преклоняться перед тем, что видит, потому что они верят в то, что сказал Бог. И вот что сказал Бог – это твое время. Я отзываю всякое оружие, созданное против тебя. Я разрушаю всякое проклятие, произнесенное над тобой. Я меняю исход битвы в твою пользу. Да, даже в битве стороны перешли на другую сторону. Не ловушка, они устраивают для вас в октябре финансовый саботаж, эмоциональное предательство, тихий план, чтобы заблокировать ваш урожай. Они сами вот-вот попадут в эту ловушку. То, что враг расставил как сеть, теперь станет их приговором. Ибо ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, состязающийся с тобой на суде, будет осужден. Это не цитата. Это завет. В декабре этого года, до конца года, до смены календаря, произойдет перемена духовная. Сила назначена остановить вас, вас отзывают и переводят на другую должность. Не для того, чтобы следить за вами. Не для того, чтобы мешать вам. А для того, чтобы защищать ты. Да, даже твои враги готовы послужить твоей судьбе. Даже атаки будут способствовать твоему возвышению. Потому что это не просто очередной сезон, это духовный поворотный момент. Но не заблуждайтесь. Это война. Священная война. И ваш прорыв это стоило недешево. Это было достигнуто через огонь. Это было достигнуто через пост, плач, давление и слом. Ты не просто выжил, ты боролся молча. Ты трудился, когда никто не видел. Ты оставался верным Богу, когда было бы проще сдаться. И теперь награда отправляется. Но вот в чем загадка. Ваша награда будет выглядеть совсем не так, как вы ожидали. Потому что истинное благословение заключается не только в том, что вы получаете. Оно в том, что вы становиться. А ты становишься непоколебимым. Вы становитель, судно о котором вы молились. Не чудо вы просили. Теперь вы перевозчик. Не избыток вы ждали. Оно уже у вас в руках в форме семян. Потому что Бог посылает вам не только деньги, Он посылает вам разум, чтобы умножить его. Он не просто посылает отношения, Он делает тебе безопасное место для любви. Он не просто отвечает на молитву, Он делает вас ответом на чью-то еще молитву. И вот почему борьба обострилась. Вот почему бремя стало тяжелее.
Потому что ты не просто преемник .урожай, вы являетесь распорядителем наследия. Но эта битва, она уже окончена. Потому что ваше послушание достигло небесных чертогов, слезы были взвешены, ваша вера рассмотрена, и вынесен вердикт: вы освободите благословение. Эмбарго снято. Задержка прервана. Ворота открыты. И теперь Бог просит вас сделать что-то радикальное в глазах мира, но святое в глазах небес. Заявите об этом. Выскажите это. Напишите это. Прямо сейчас зайдите в комментарии и напишите следующее: «Я принимаю это». Это мое пророческое освобождение. Не ждите. Не медлите. Не говорите: «Я сделаю это позже». Потому что, когда вы это пишете, вы не просто печатаете слова, вы создаете запись. Духовную расписку. Свидетельство во времени, на которое могут сослаться небеса. Чтобы, когда произойдет чудо, вы могли сказать: «Я отметил это своими словами. Я скрепил это своим заявлением». Оставьте комментарий ниже: «Я принимаю это». Это мое пророческое освобождение. И наблюдайте, как движется Дух. Видите ли, в Ветхом Завете, когда народ Божий перешел Иордан, они оставили камневая память о прошлом. Этот комментарий, который вы оставляете, это признание: «Ваше камень, твой алтарь, твой соглашение». А где есть согласие, там есть сила. Небеса отвечают не только на нужду, но и на соглашение. Вы согласны? Согласны ли вы с тем, что передача богатства – это не миф, а реальность, мандат? Согласны ли вы, что это не совпадение, а подтверждение? Согласны ли вы с тем, что чудо уже началось? Если да, напишите об этом ниже. И когда вы это сделаете, что-то изменится. Потому что Бог чтит смелую веру. И когда вы исповедуете это, вы уже не просто слышите пророчество, вы вступаете в него. Потому что этот момент неординарен. Это сообщение не случайно. Это божественное пересечение, где ваше послушание встречает иго-переполнение. И просто чтобы вы знали, это уже происходит. Пока вы печатаете, ангелы движутся. Как вы согласны, двери открываются. Как вы говорите, планы врага разваливаются. Тебе больше не нужно сражаться в тех же битвах. Тебе не нужно оправдываться. Тебе не нужно умолять кого-то понять. Твое имя шепчут в комнатах, куда ты еще не заходил. Благосклонность кружит вокруг твоего имени, словно ястреб в небе. Судьба стучит и узнает ваш голос. Так что возвысь свой голос. Даже если он дрожит. Даже если твой голос, верочувствуешь себя хрупким. Даже если боишься, этого не произойдет. Все равно напишите: «Я принимаю это». Это мое пророческое освобождение. Потому что это тот момент, когда вера становится видением. Это тот момент, когда ваш урожай находит дом. Это тот момент, когда вы переходите от ожидания ходить в нем. А что самое лучшее? Это не только ваш момент. Настало время для ваших детей. Настало время для вашей родословной. Настал момент для каждого человека, который думал, что для него уже слишком поздно. Потому что твой прорыв – это не эгоизм, это знак. И когда ты поднимешься, другие поднимутся вместе с тобой. Так что не пропустите это, как очередное послание. Не позволяйте слову пройти мимо вас без ответа. Вера без действия – это мертвый. Так что пишите: «Я принимаю это». Это мое пророческое освобождение. А если вы уже это написали,
то вернитесь и прочитайте комментарии других. Потому что ты не один. Вы являетесь частью статок. Поколение, которое отказывается умирать в пустыне. Люди, которые не будут просто говорить и обещать, но обладать им. Вместе мы движемся вперед. Вместе мы разрываем цепи поколений. Вместе мы наследуем духовное богатство, небесная мудрость и сверхъестественная победа. Это не шумиха. Это святой. И дверь открыта. Пройдите через это с помощью своих слов. Я принимаю это. Это мое пророческое освобождение. Напечатайте это. Провозгласите это. Верьте в это. Потому что небеса наблюдают. И ваша следующая глава уже пишется. Теперь, когда вы услышали слово, теперь, когда вы получили пророческое откровение, и ваш дух разбужено, пора двигаться. Потому что трансформация не происходит только благодаря слушанию. Она происходит через действие. Движение. Согласование. Сейчас не время оставаться пассивным. Дверь открыта, но вы должны войти в нее. Вы должны участвовать в своем собственном чудо. Бог не просто говорит, Он приглашает. И на каждое приглашение с небес на земле следует обязательный ответ. Это тот момент, когда вы выходите из информации в активацию от принятия слова к воплощению его в жизнь. Итак, я даю вам 3 духовных действия. 3 пророческих ритуала. Каждый из них мал на вид, но могуч по своей духовной значимости. Вы делаете это не для того, чтобы заслужить благословение, а для того, чтобы получать полностью, чтобы расположить себя в соответствии с избыток. Бог освобождает твою жизнь. Первый. Заявите об этом вслух, даже если вы одни, даже если ваш голос дрожит, даже если ваше окружение не выглядит прорыв еще. Скажите это авторитетно. Я принимаю небесное послание. Я обретаю свой прорыв. Я избран, защищен и вознесен. Я хожу в своем наследии. Я больше не буду мириться с чем-то. Я больше не буду отступать. Я больше не буду извиняться за то, что мне оказали предпочтение. Это заявление не символично, а на духовная война. Потому что каждый раз, когда вы проговариваете правду в атмосферу, вы заставляете замолчать ложь, нашептывавшую вам на ухо. Вы не сломлены. Вы не отстаете. Вы не дисквалифицированы. Вы не опоздали. Вы именно там, где Бог хочет, чтобы вы были, чтобы следующее чудо нашло вас. Повторите еще раз: я принимаю небесное послание. Я обретаю свой прорыв. Я избран, защищен и вознесен. Второй. В течение следующих 24 часов очистить одно место в вашем доме. Это может быть полка, ящик, комната, шкаф, куда бы вас ни повел дух. Это действие не связано с уборкой. Это связано с очищением духовного беспорядка. Речь идет о том, чтобы освободить место для новой. Как вдове пришлось выливать масло в пустые сосуды, так и вам нужно приготовить место для грядущего. Потому что Бог не нальет свежего масла в полные сосуды. Речь не о совершенстве. Речь о подготовке. Очищая это пространство, вы говорите небесам: «Я готов». Готов принять. Готов принять точка чуда. Готовы нести следующий уровень помазания. И не делайте этого бездумно. Очищая пространство, молитесь. Провозглашайте: это пространство открыто для божественного присутствия. То, что раньше было заполнено задержкой, теперь я заполняю. Судьба то, что когда-то хранило старые воспоминания, теперь будет хранить новые. Чудеса. Третий.
отправьте сообщение одному человеку, который был на вашем сердце в последнее время. Не случайно. Не случайно. Спросите Бога, кому нужна поддержка, кому нужна надежда. И повинуйтесь. Пошлите послание любви. Напоминание о цели. Слово истины. Это простое действие активирует поток взаимности в духовном мире. Потому что, когда ты становишься рекой, Бог заботится о том, чтобы твой колодец никогда не иссяк. Это принцип царства. То, что вы высвобождаете, вы притягиваете. Когда вы даете поддержку, вы притягиваете это. Когда вы даете надежду, вы ее умножаете. Вот как вы партнер с Богом, не просто получить чудо, но и стать им, а теперь последний шаг. Он может показаться простым, но по сути он завершает момент. Введите число 777 в комментариях. Не как тенденция, не как суеверие, но как пророчество. Код соглашения. 7 – это число завершения. Это числобожественная полнота, из восстановления, из суббота, из завет. А когда вы его утроите, 777 – это символизирует полное соответствие с волей небес. Когда вы вводите его, вы не просто взаимодействуете с видео. Вы входите в договор с Богом, вы отмечаете момент, когда все изменилось. Вы пишете строку во времени, которую небеса выделят в вашей истории. Вот. Вот когда они сказали «да». Вот когда они получили ответ. Вот когда духовная дверь открылась. Итак, вперед. Открывайте комментарии, напишите 777. А затем произнесите вслух: «Это мое божественное соглашение. Я вступаю в завет с Божьим планом. Я принимаю сверхъестественное наследие, которое принадлежит мне». Это может показаться вам странным, но ваш дух точно знает, что это такое. Это не ритуал ради ритуала, это выравнивание через действие. Потому что Бог всегда требует ответа. Моисею пришлось поднять посох. Илья должен был построить жертвенник. Иисусу на вину пришлось идти маршем. Эстер должна была говорить: «Вам нужно действовать». И эти действия, ваше заявление, ваше очищение пространства, ваше послание надежды, ваше толкование завета являются вашим духовным приношением. Они свидетельствуют о том, что вы не просто пассивно слушаете. Вы активно участвуете. Вы партнерство со Словом, и когда вы сотрудничаете со Словом, Орд работает на вас. Вот почему враг всегда старается отвлечь вас после таких слов. Он знает, что если ты слышишь это, но не делать это, оно не срабатывает только семипосеяно, но без почвы послушания оно не может расти. Но сегодня вы разрываете этот цикл. Сегодня вы не просто слушаете. Сегодня вы делаете духовные шаги на территорию, которая по праву принадлежит вам. Потому что это не просто видео. Это не просто сообщение. Это приглашение к судьбе. И только те, кто откликнется, только те, кто будет двигаться, увидят полное проявление предсказанного. Вы зашли слишком далеко, чтобы оставить это без внимания. Вы слишком усердно молились, чтобы теперь сидеть спокойно. Ты пролил слишком много слез, чтобы остаться неизменным. Поэтому теперь вопрос не в том, будет ли Бог двигаться. Вопрос в том, вы будете. Осмелишься ли ты выглядеть глупым в глазах мира, чтобы оказаться верным в глазах Бога? Осмелитесь ли вы действовать на основании того, что ваш дух знает, но ваш разум пока не может объяснить? Потому что вера нелогична, но это мощно. Так что двигайтесь. Заявить. Очищение. Соединять.
Комментарий. И как вы это делаете, небеса движутся вместе с тобой. Помните, Бог не посылает пророческое наставление без пророческое намерение. Если Он просит вас действовать, значит, что-то уже пришло в движение. Вы не создаете импульс, вы вступая в него. И когда вы делаете шаг, следующий слой чуда разворачивается. Вы начнете замечать небольшие знаки в природе, сообщения от старых знакомых, идеи, которые шепотом приходят вам на ум, божественные решения, возникающие в ваших финансах, люди, возвращающие то, что вы считали потерянным. Это не совпадение. Это подтверждение. Это способ Бога сказать: «Ты услышал правильно. Ты исполнил все в совершенстве. Теперь прими полностью». И еще кое-что. Когда ваше чудо проявляется, не молчи об этом. Возвращайтесь. Поделитесь этим в комментариях. Потому что каждое показание становится топливом для чьей-то веры. Каждая победа, о которой вы говорите, становится сигналом в духовном плане о том, что враг снова проиграл. Итак, начните сейчас. Произнесите это вслух. Очистите пространство. Отправьте сообщение. Тип 777. Небеса наблюдают. И окна уже открыты. Добро пожаловать в новый сезон. Добро пожаловать в ваш прорывная глава. Добро пожаловать в жизнь, которая казалась вам слишком хорошей, чтобы быть правдой. Это правда. Он твой. Это происходит. И черт ничего не может сделать, чтобы это остановить. Вы уже не тот, кем были в начале этого видео. Произошел сдвиг. Небеса высвободили в вашем духе нечто, что невозможно изменить. Задерживать закончилось. Судьба разблокирован. Урожаевое движение. Ты не застрял. Ты не отстаешь. Ты как раз вовремя для чуда, которое напишет твое имя золотыми чернилами на небесных свитках. Да, путешествие начинается в духе, но оно всегда должно проходить через плоть. Ваши руки должны двигаться. Ваши уста должны говорить. Ваше сердце должно соглашаться. Это образец. Даже Иисус, который мог повелевать всем словом, все еще сказал. Человеку с иссохшей рукой протянуть ее он сказал слепому. Пойти помыться в бассейне он сказал женщине коснуться подола. Всегда был призыв к действию. Всегда требовался пророческий шаг. Всегда движение нечто вызвало чудо. Поэтому я звоню тебе сейчас. Двигайся. Если вы еще не набрали 777, сделай это сейчас. Немедля. Задержка – часть вражеского обмана. Враг процветает в нерешительности. Но Бог встречает тебя в движении. Когда движется твой дух, небеса движутся вместе с ним. Знаю, некоторым из вас это покажется странным. Возможно, вы никогда не предпринимали подобных шагов. Возможно, вы потребляли только духовный контент, но никогда, но послушайте внимательно. Люди, которые получают самый большой урожай, всегда те, кто сеет за пределами их комфорта. Все начинается с простого семени, комментария, текста, расчищенного угла комнаты. Но волна божественна. Эффект вечен. Это ваш шанс сказать «Я готов, Господь», ваш шанс воплотить веру, которую вы говорите, в жизнь, которую вы проживаете. А теперь представьте себе. Представьте, что вы просыпаетесь завтра, и атмосфера вашего дома кажется зажигалка. Почему? Потому что ты расчистил пространство. Ты не просто организовал. Ты пророчествовал. Ты создал место для благословения. Ты превратил свое физическое пространство в священную землю. Представьте, что ваш телефон загорается от сообщения от того человека, которому вы написали.
И он говорит: «Мне это было нужнее, чем ты думаешь». Что, если ваше послушание принес исцеление чужой бури? А что, если, потому что ты говорил вслух, потому что ты набрал 777, потому что ты взволнованный, небеса сдвинулись, и то, что застряло, начало течь? Что, если то, чего ты ждал, просто ждало тебя? Мои возлюбленные, это не представление. Это не театральное представление. Эта духовная точность вас приглашает принять участие в моменте священного согласия. Итак, еще раз я спрашиваю вас не из чувства давления, а из чувства срочность и любовь тип 777. А если вы уже это сделали, снова прокомментируйте «Я согласен». Пусть ангелы запишут ваш ответ. Пусть небеса увидят вашу подпись. Пусть ваше сердце говорит громче, чем ваше сомнение. А теперь поднимите глаза. Поднимите сердце. Поднимите ожидание. Потому что нечто священное приходит в движение. Масло разлито. Огонь зажжен. Ветер меняется. И твое имя написано в обещании. Не упустите этот момент. Комментарий 777 сейчас и запечатай его. Затем идите. Говорите. Готовьтесь. Соединяйтесь. И смотрите, как небеса ответят. Чудо уже происходит. Вы вошли в новая личность. Не основанный на страхе или неудаче, а основанный на вере, выкованный в огне и запечатленный рукой Бога. Ты больше не тот, кто ждет. Ты тот, кто идет пообещать, вы больше не тот, кто выживает. Вы тот, кто строит, умножает и благословляет других. Вы – свидетельство того, что пророческое слово работает. Вы – ходячие доказательства того, что Бог соблюдает свои заветы. Запомните этот момент. Сохраните это сообщение. Добавьте его в закладки. Запишите слова, которые пронзили ваше сердце. Потому что враг попытается заставить вас забыть. Он будет посылать намеки сомнений, отвлекающие маневры, замаскированные под возможности и тонкую ложь, чтобы убедить вас, что все дело в эмоциях. Но это были не эмоции. Это была божественная встреча. Это была святая земля. Когда вы почувствуете, что ветер сомнений пытается задуть ваше пламя, вернитесь к этому. Когда следующий шторм пытается убедить вас, что ваше чудо было фантазией, переиграйте это. Потому что это не просто мгновение, это мемориал. Это алтарь, где твоя жизнь повернулась. Где старый ты умер и новый воскрес. Где небеса встретились с землей и звали тебя по имени. Бог не закончил с тобой. Это послание не было заключением, оно было активацией. Вы только что вступили в сезон, когда вы начнете «Посмотри, что ты слышал» молитвы, о которых вы забыли, теперь вернутся с ответами. Люди, которые сомневались в вас, будут наблюдать, как услуга окружает вас. То, что было утрачено, будет восстановлено. И все это будет ощущаться как мечтать, но это реально. Это ваше наследование. Но не идите в следующий сезон в одиночку. Вы являетесь частью статок, а духовная семья – группа верующих, идущих к исполнению пророческих пророчеств. Поэтому я приглашаю вас подписаться прямо сейчас. Не просто каналу, а сезон. К завету непрерывной истины, откровения и сверхъестественного наставления. Это не конец вашего преображения, это начало непрерывного высота. Нажмите кнопку «Подписаться». Включите уведомления. Потому что дальше будет еще интереснее. В следующем видео мы подробнее расскажем, как поддерживать богатство, защитить урожай, и ходите силой в вашу новую личность, враг не успокоится,
и ваш тоже не должен вера. Так что оставайтесь на связи. Оставайтесь сытыми. Будьте вооружены словом. И прежде чем уйти, оставьте еще один комментарий ниже. Не для меня. Для вас. Для Вашигодух. Для вашего будущего. Напишите это: «Я преобразился. Я иду в своей божественной сущности. Я никогда не вернусь назад». Пусть это будет твоей печатью. Твоей печатью. Твоим мечом. Потому что врата ада содрогнутся, когда преображенный верующий обретет свой голос. Вы не вернетесь в пустыню. Вы не вернетесь к циклам. Вы не вернетесь к ограниченному мышлению, сломанным системам или духовному голоданию. Вы движетесь вперед к переполнению в божественная мудрость, в ваш полный назначение. Это ваше время. Это твой урожай. Это твое чудо. И никакой дьявол в аду, никакой голос сомнения, никакая тень страха не смогут отнять у тебя то, что теперь находится у вас в руках. Вы преобразились. А теперь пройдитесь по нему. Увидимся в следующем выпуске «Слова». Будьте готовы. Продолжайте наблюдать. Оставайтесь в завет.